Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сегодня я расскажу о том, что такое контактор и для чего он нужен, а также покажу, как работает контактор и рассмотрю подключение контактора. Хочу выразить особую благодарность подписчику моего канала Илье за неизменную и активную поддержку канала. Большое спасибо. Что такое контактор? Контактор– это двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей. Что значит двухпозиционный? Это значит, что контактор может быть только в двух позициях. В позиции «выключен» или в позиции «включен». Как понимать, предназначен для дистанционных включений? Значит, его можно включать и выключать не на самом контакторе. Например, кнопкой, которая находится на некотором расстоянии от контактора. Ну и, наконец, каких силовых цепей? Что это за цепи? Об этом тоже обязательно расскажу, но чуть позже. Для чего нужен контактор? Он нужен для включения и выключения мощного оборудования. Например, всего электрощитка квартиры, отопления или освещения с помощью маломощной кнопки, датчика или выключателя. Устройство контактора. Несмотря на внешние различия между разными контакторами, принцип работы контактора остается одинаковым. В основании контактора находится неподвижный сердечник электромагнита, состоящий из множества шарообразных пластин, сделанных из электромагнитной стали. Внутри сердечника располагается катушка с витками медной проволоки. На основании контактора расположены стационарные контакты, к которым подключаются провода схемы. Над неподвижным сердечником расположен подвижный сердечник. К нему крепится диэлектрический держатель подвижных контактов. Между подвижным и неподвижным сердечниками установлена возвратная пружина. При подаче определенного напряжения на катушку магнитное поле притягивает подвижный сердечник к неподвижному, и подвижные контакты прижимаются к стационарным контактам. В результате левый и правый стационарный контакт оказываются замкнутыми, и через них может протекать ток. Как только напряжение с катушки исчезает, магнитное поле перестает притягивать подвижный сердечник, и возвратная пружина отталкивает подвижные контакты от стационарных. Левый и правый стационарные контакты разрываются. Таким образом, подавая напряжение на катушку, можно замыкать и размыкать контакты. На контакторе могут быть не только нормально разомкнутые контакты, но и нормально замкнутые. Работают они аналогично. Один контактор может содержать несколько групп контактов, и нормально замкнутых, и нормально разомкнутых. На электрической принципиальной схеме контактор изображают как катушку со своими выводами А1 и А2, соединенную при помощи подвижного сердечника якоря с несколькими контактами. Контакты могут быть и нормально закрытыми, и нормально открытыми. Количество контактов может быть разным. К тому же на некоторых контакторах контакты можно добавлять. При подаче определенного напряжения на выводы катушки все контакты группы изменят свое положение на противоположное. При отключении напряжения на катушке все контакты вернутся в нормальное состояние. Подключение контактора осуществляется путем подачи управляющего напряжения У на его катушку. Проще всего подать напряжение на катушку кнопкой. Кнопка нажимается, и управляющее напряжение попадает на катушку. Контактор включается. Кнопка отпускается, и контактор выключается. Контакты контактора могут подавать питание на мощную нагрузку.
Например, напряжение 380 вольт на электрокотел. Контакты, подающие питание на мощное устройство, называются силовые контакты, а цепи, подключенные к ним, называют силовые цепи. Ту часть схемы, которая включает и выключает электромагнитный контактор, называют цепи управления. Существуют контакторы, рассчитанные на разное управляющее напряжение катушки. Есть катушки на постоянный ток напряжением 12 вольт, 24 вольта, 220 вольт и другие. И есть катушки на переменный ток напряжением 12 вольт, 24 вольта, 220 вольт, 380 вольт. Причем катушку постоянного тока нельзя подключать в сеть переменного тока и наоборот. Это приведет к выходу ее из строя. Контакторы существуют разного размера, в зависимости от величины токов, на которые рассчитаны их силовые контакты. В бытовых распределительных щитках чаще всего применяется модульный контактор. Это небольшой контактор с креплением под DIN-рейку, занимающий место от 1 до 4 полюсов. С ним удобно создавать различные полезные схемы. Например, контактор для мастер-выключателя или контактор реле напряжения. Вывод. Контактор – это устройство, предназначенное для включения и выключения мощных электрических нагрузок с помощью маломощных устройств, таких как выключатель, фотореле или инфракрасный датчик движения. Принцип работы контактора сводится к подаче управляющего напряжения на его катушку, что включает контактор и замыкает его силовые контакты. Катушка контактора бывает на постоянный ток, бывает на переменный ток напряжением 12 вольт, 24 вольта, 36 вольт, 48 вольт, 110 вольт, 220 вольт и 380 вольт. В бытовой электрике чаще применяется модульный контактор размером от 1 до 4 модулей. Существуют различные стандартные схемы, где применен электромагнитный контактор, ознакомиться с которыми можно, перейдя по ссылке в описании к видео. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.